Что ж, раз уж мы тут застряли надолго, так давайте чем-нибудь займемся. Можем поиграть в города. Я знаю всего 5. Я проиграю еще до того, когда меня очередь дойдет. Города вне Мобиуса считаются? Ладно, я понял. Плохая идея. Сейчас что-нибудь другое придумаю. А знаешь, Соник, ты ведь никогда особо не рассказывал, как ты впервые столкнулся с Эгманом. Кстати, да. Даже я не все знаю о тех событиях. Да, это было давно, я не все помню. Все ты помнишь. В последний раз ты перечислил мне все мои разбитые машины с 91-го года. Ладно. Хотите услышать историю? Будет вам история. Ну-ну. Интересно даже услышать, как это выглядит с твоей точки зрения. Именно. Это мой взгляд. Классический взгляд. В те времена Мобиус еще не видал таких катастроф. Это было тихое и мирное место. И там был я, великолепный Соник! Жизнь была проста и беззаботна. Ностальгия. Может быть, тогда я еще не знал вас, но у меня была своя братва, с которой мы тоже знатно веселились. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Моя хибарка была простой пещерой, в которую я натаскал вкусняшек и утепляшек, как сейчас помню. 100% ламповость и немного плесени в углу. Впрочем, уже и на тот момент я успел вкусить настоящей жизни. Вкус приключений и горечи от расставания. Но идиллия не могла продолжаться вечно. Тогда я и понял, что грядет нечто нехорошее, но очень крутое. Любопытным было то, что роботы собирали не только фликов, они еще собирали энергетические кольца. Раньше я тоже их видел, но особо старался не приближаться к ним. Но в какой-то момент я все-таки понял, насколько они круты. Похищение фликов, захват роботами зеленых холмов, сбор колец. Что-то тут было нечисто. Я отправился в свое путешествие найти, что именно тут нечисто. И затем я его нашел. Нечистая? По-моему, мои контрольные ориентиры были вполне чистыми до того, как ты начал их портить. Но в самом деле, ты на них нарисовал собственную морду. Ну как я мог от такого удержаться? Итак, друзья, я стал известным художником, которого вы все знаете и любите. Пошел вон! Что ж, эти твари оказались весьма полезными. Впитав в себя массу радиации, они прекрасно справляются со своими новыми ролями в качестве батареек. Поразительно, что они дают больше КПД, чем даже эти кольца. Неужели после инцидента суперстанции они стали совсем бесполезны? Нет. Их мне до сих пор не удалось полностью изучить, а значит, стоит продолжать работу. Оставим энергетическое обеспечение местным тварям. Наверное, если взять под контроль всю живность планеты, оставив на размножение процентов 20, то приток позволит подменять отработанных существ где-то через год. Многовато, но посмотрим. Надо бы собрать статистику по длительности жизни животных. Если сокращение превысит 70%, то надолго их не хватит. В зоне зеленых холмов остается еще целая куча тварей.
Их определенно должно хватить хотя бы для заполнения первого корпуса машин. Надо отправить больше отрядов для отлова. В самом начале, когда я встретил роботов, они показались довольно страшными. Но впоследствии я понял, что они довольно тупые. А чего ты хочешь? В те времена я едва отошел от программирования на перфокартах. Создавать какие-то продвинутые ИИ еще не представлялось возможным. Потому-то твои железяки я обычно и разбирал на запчасти. Летающие платформы мне и то больше проблем доставляли. Хотя, если так задуматься, то зеленые холмы далеко не такая уж простая безопасная локация. Некоторые места действительно заставляли неподготовленное очко делать жим-жим. Уху! Так, эта новая жила поможет нам расшириться через океан. Возможно, нам даже хватит металла на крупный транспортный корабль. 0,12 углерода, 18 хрома. Стоп! Это что, нержавейка? В диких условиях? Такого быть не может. Эта жила непростая. Что-то неестественное повлияло на эти залежи. Это еще что такое? Погодите-ка. Камни с такой огранкой естественными быть не могут. Даже если в теории влияние суперстанции могло как-то испортить химсоставы залежей и создать сплавы в природных условиях, то этого точно не может быть. Чего? Эта штука просто переполнена энергией. Причем какой-то странной сигнатурой, нестабильной и хаотической. Поразительно. Это похоже на какой-то изумруд. Изумруд хаоса. Наверняка касаться их руками очень опасно. Но я обязан изучить его как следует. И если этот камушек действительно так крут, то он определенно заставит меня выбросить все эти бесполезные кольца на свалку. И более того, я смогу наконец-то найти достойный источник питания для проекта Genesis. В самом же начале своего пути я впервые наткнулся на эти... как их там... пескотропные ловушки. Во, поначалу я был растерян, потом напуган, немного психовал. Ну вы понимаете, видеть подобную дичь не каждый день приходится. Мне так кружилась голова, что я был бы готов заблевать все вокруг, если бы только мог. В мыслях только лишь одно — выбраться из этого ада. Очень надолго завис в этих странных мерцающих коридорах, не способный даже встать, черт побери, на ноги. Однако в самом конце этого лабиринта я увидел загадочный свет. Инстинкты или нет, но я подался к нему. Я пробивался к нему изо всех сил, со всей решимостью, что у меня осталось. Мне было плевать, что это, я просто хотел выбраться. И в конце... меня ждала награда. Настолько крутая, что я еще даже не догадывался о ней. Что? Сигнал только что был здесь. Куда он мог пропасть?
что-то там не так. В этой зоне в последнее время слишком много аномалий. Роботы часто выходят из строя, кольцканистры пропадают, изумруды теряются. Кажется, настало время посетить зеленые холмы лично. Дальше и дальше я заходил в самые глубины территории зеленых холмов. Места, где я раньше никогда не бывал. И, конечно же, на моем пути стало все больше и больше ловушек и роботов. Некоторые заставляли меня немного попотеть, но не все. Ну и в конце концов, я приблизился к месту, где скапливалось больше всего роботов, куда они отвозили капсулы с животными. И теперь угадайте, кого я там впервые встретил? Значит, это ты тот зверь, что поломал мне целую кучу машин. Черт, готов поклясться, он меня понял. Неважно, ты что такое вообще? Что? Это еще что такое? Соник? Нет, это ведь не русский язык. Это просто совпадение. Неужели спустя столько лет я нашел здесь какую-то разумную жизнь? Нет, разумной жизни тут нет. Ты уже достаточно попортил мне нервов, но пора это прекратить. Тебе конец, Соник. Шустрый скотина. Скотина! О, научил на свою голову. Ты что такое? Кто такой? Ты из экспедиции, что была до группы Сталь? Или ты как-то связан с древней цивилизацией? Кто такой? Кто такой? Не имитируй меня и стой спокойно. Я хочу прикончить тебя аккуратно, чтобы еще было что потом исследовать. Что, я наконец-то попал? Ах, не вижу ошметков. Как эта тварь может так быстро бегать? А? Это ты там сидишь? Пошел прочь! Фу, фу! Плохой антропоморфный еж. Соник! Прочь! Так вот оно что. Это твои друзья. Ты пришел за своими друзьями, не так ли? Ну что ж, не выйдет. Твои дружки за 10 лет успели накопить себе так много радиации, что мутировали на самом базовом уровне. Они просто горят от переизбытка энергии, и я обязан этим воспользоваться. Так что будь добр, постой спокойно, пока мои роботы тебя хватают и сажают в клетку. Мне охота рассмотреть тебя под макроскопом. Это естественно. Вытягивание энергии немного фатально для них. Ты ничего с этим не поделаешь. Можно сказать, я даже делаю им одолжение. Такая смерть для них не так мучительна, чем сокращенная длительность жизни, которая заканчивается сгоранием заживо. Эй, аккуратнее, помнешь корпус. Ай, черт, твою, прекрати! Конец! Да что ты такое? Невозможно. Просто невозможно.
Соник? Соник! Соник! Ну и какого черта сейчас произошло? Что это была за тварь? Оно обладает строением тела, схожим с человеческим. Но это явно животное. Какой-то гибрид? Еще один мутант? Скорее всего. Но нельзя исключать и того, что он может быть связан с предыдущей экспедицией. Где это я? Мраморный дворец. Кажется, месяц назад я отправлял сюда разведывательный отряд. Ага, вот и вы. Каков результат? Поймали кого-нибудь? Но надо же! Даже здесь есть живность, не ожидал. Тебе не жарко? Поразительно. Вы даже интереснее, чем я думал изначально. Если твоя шкура настолько жаропрочна, то кто знает, какие еще вещи я могу изготовить из вас. Об этом я никогда не задумывался. Не исключено, что радиация после инцидента могла обеспечить не только высоким энергетическим потенциалом, но и вызвать особые формы мутации. В таком случае я ожидаю нашей следующей встречи, Соник. Роботы отступили с зеленых холмов, но капсулы с животными не оставили. Они потащили их в соседнюю локацию, в Мраморный дворец. Чего ты на меня так смотришь? Он находится между холмами и двором. Это вполне приемлемое движение логистической цепи. Чё? Мне плевать. Я видел врагов, я бежал к ним, ломал их и выпускал зверей наружу. И мне плевать, где они были, в зеленых полях, затопленных лавой руинах или где-либо еще. Тем самым увеличивая количество страданий в их потерянной жизни. Что ты там сказал? Ничего, продолжай. Кстати, Док, я натыкался на твои крутящиеся картинки даже в руинах Мраморного дворца. Что это вообще такое? Я уже говорил, это мои контрольные ориентиры. Мои машины оставляли их везде, где есть какие-то подозрительные энергетические сигнатуры, вроде изумрудов хаоса или им подобных. А зачем они крутятся? Они не крутятся, это ты их ломаешь и портишь своими каракулями. Ну, что ж поделать, во мне живет творческая личность. Я тебя ненавижу. Мраморный дворец сам по себе был довольно-таки жестким местом. Лава, шипы, механизмы, роботы. Но должен сказать, что мне было все-таки интересно двигаться дальше, изучать это место, проходить новые испытания. Правда, испытания эти почему-то казались мне знакомыми. У меня и вправду возникало такое странное ощущение, будто я вернулся куда-то в детство, которого не помню. Ну, теперь-то мы знаем, что твою жалкую тушку собрали из говна и палок 2,5 шипастых оборванца. Ту тушку может быть, но не эту. Да плевать. Кто бы мог подумать, что мое приключение приведет меня к моему изначальному дому. Нужно было забросать его ракетами, чтобы ты там и остался.
Слухай, док, а тогда в 91 году ты пытался изучить, что вообще такое мраморный дворец? Кто его строил? Такое... Разумеется, я обратил внимание на то, что по всей планете разбросаны руины какой-то древней цивилизации. У меня было достаточно времени на то, чтобы в какой-то момент их поизучать. И даже вызубрить импарий на разговорном уровне. О, значит, ты не только пролетал мимо мраморного дворца. Ладно, да, я потратил некоторое время на то, чтобы покопаться в шкафах старых ехидн и поактивировать все ловушки на твоем пути. Так это был ты! Нет. Ехидны были на удивление неплохими инженерами, и многие их механизмы сохранились в целости до наших дней. Мне даже не нужно было ничего делать. Чувствую, что ты немного брешешь, но да ладно. Наконец-то ты прибыл, Ёж. Я ждал твоего прибытия. Ну что, повеселимся? Эксперимент 2/4. Объект замечен возле капсульного склада номер 2. Приступаю к испытанию термического воздействия. Наконец-то ты прибыл, Ёж. Я ждал твоего прибытия. Ну что, повеселимся? Ха! Кто бы ни построил этот замок, он определенно знал толк в ловушках. Даже тебе не выбраться отсюда. Катина! Что? Да как ты смеешь? Сам такой. Я доктор Иво, работник. Запомни эти звания, имя и призвание, потому что именно их ты будешь произносить в агонии снова и снова, пока жизнь покидает твою жалкую тушку, щенок. Да мне плевать. Объект испытывает стандартный страх перед смертью от огня. Вероятность иммунитета к огню минимальна. Ага, значит даже тебе не под силу бегать так долго по отвесам. Это будет мне полезно. Заметка на будущее. Материал мраморного дворца отталкивает огонь и обладает высокой огнеустойчивостью. Проблема. Эй, да стой же ты на месте! Ботник! Ботник! Ботинок! Это ботинок, дубина! Или ты меня зовешь? Если меня, то я доктор Иво, работник. А вообще, ты сейчас должен кричать от боли. Оли! Оли! Нет, не Оли, а больно. Всему тебя учить надо. Стоп, почему я тебя вообще учу? Умри! Ау, какого? Прекрати! Что ты творишь? Прекращай! Твою мелкосеточную! Да какого ж черта? Ха-ха-ха! Посмотрим, как ты выживешь после этого! А, больно! Больно! Я не думаю, что у тебя получится вырваться. Огонь — это дикая стихия, которую нельзя просто так остановить. Огонь! А? Привет. Я, кажется, теперь мне тоже жарковато.
Этот объект интереснее, чем кажется. Я его явно недооценил. Возможно, стоит начать бороться с огнем с помощью огня. В этот раз метафорично. В следующий раз протестирую на нем ГЛД-14. Его шипы хорошо проходят сквозь металл. Посмотрим, как сквозь него пройдут мои. Ботинок! Доктор отступил на свою территорию после того, как я надрал ему задницу посреди лавового дворца. Вот у него тогда подгорело. Ты меня победил только потому, что я не воспринимал тебя всерьез. Ты был для меня подопытным, не более чем крысой в клетке для экспериментов. Крысой, которая надавала тебе люлей. Эй, Эгман, а почему пружинный двор вообще называется пружинным двором? Тебе-то какое до этого дело? Не то чтобы пружины всегда нужны в таком количестве. Черт, я ведь не могу сказать ему, что все пружины — это проводниковые спирали суперстанции, которые разнесло по всему миру после взрыва. Пружинная сталь довольно часто используется в машиностроении, пусть и не совсем в такой форме. Пружинный двор выступал для меня чем-то вроде огромного склада деталей. Так вот получилось, что пружины действительно чаще всего используются в моих роботах. Подвески все-таки нужны практически везде. А, понимаю. Круто.
Ха-ха. Похоже, что моя приманка работает. Ёж продолжает двигаться на мой новый тестовый полигон, несмотря ни на что. Если его не прикончит опасности моего холодного царства, то тогда его жалкая жизнь оборвется здесь. Знаешь, для обычного склада запчастей пружинный двор выглядел слишком вычурно. Что ты хочешь этим сказать? Ну, там слишком много всего светится, мерцает, надписи в воздухе. Поначалу я не знал, что это такое, но потом как-то вернулся и оборжался, увидев в воздухе надпись «СРИ». Это только у вас такое извращенное понимание. В пружинном дворе я проводил первые свои эксперименты с созданием голограмм. Я пробовал создавать освещение буквально с помощью простейших геометрических форм. А что значит «СРИ»? Система рендеринга изображений. Я думал, тут скрывается что-то поинтереснее. Катина. Ёж, опаздываешь? Я тут тебя уже заждался. Надеюсь, ты хорошо повеселился, играя с моими машинами в этой дыре, потому что дальше для тебя путь точно заказан. Ты не сможешь бегать вечно. Хорош, ты меня чуть не опрокинул, а там внизу шипы. Такой маневр не слишком безопасен для меня. Ладно, это было глупо. А как насчет такого? Уф, признаю, этот момент я явно не доработал. Ладно, что ты скажешь на это? Ах ты ж засранец! Ну погоди! Не думай, что ты уже победил, вонючий монстр! Что ты на это скажешь, паршивый? Что ж, тут мне немного стыдно, я поспешу с этим агрегатом. Однако шипы оказались действительно прочными, они пронзили склад N0K1A вообще без каких-либо проблем. Ха-ха, этот результат меня устраивает. Рузя! А? Рузя!
Да не встречал я, друзья, отвали. Друзья! А, друзья! Ты хочешь назвать всех своих друзей? Поищи их в этой затопленной помойке, ёж! А я должен сделать несколько важных доработок моему аппарату. Там занимается поисками моя команда Аква, так что технически я даже и не соврал. Больно! Но вот то, что ты сделал потом, доктор, я тебе точно никогда не прощу. А что я сделал? Уточни, пожалуйста, я сделал потом много всего. Ты сбросил меня в лабиринт, в сраный лабиринт, с водой и всякой прочей гадостью. А, это! Что, непобедимый бесстрашный герой впервые понял, что победить его все же можно, и что страхи у него тоже есть. Ты у меня договоришься, негодяй. Как же я ненавижу это место! Там вода и мокро, и скользко. Ну да, потому я и решил отправить тебя искупаться. Однако, именно в лабиринте я заметил кое-что интересное. Там твои машины собирали уже не только кольца, но больше что-то другое. Скажем так, в подземельях я находил множество различных форм энергии хаоса, путь тогда я еще не знал о них практически ничего. Так что я находил подозрительные сигнатуры, собирал их в канистры и потом изучал. Некоторые до сих пор остаются для меня загадкой. Что ж, я изучил эти твои сигнатуры раньше тебя. Они делают щиты. О да, молодец, возьми с полки пирожок.
Что ж, как бы я не любил лазить по загадочным местам и искать приключения на свою задницу, я могу с уверенностью сказать одно. Пусть лабиринт оставит все свои загадки и приключения при себе. То есть я могу организовать там свою базу и не опасаться того, что ты припрешься туда. Да плевать, организовывай, что хочешь. Ты даже не представляешь, как я настрадался за все время, что там был. Представляю. Впоследствии я поснимал футажи со своих роботов. Повидал много интересного. Было что посмотреть под попкорн. Если бы я знал, что вода окажется такой твоей слабостью, то еще в зеленых холмах я бы прилетел не с шаровым тараном, а с водометом. Ты жестокий. А ты не умеешь плавать. Что-то поставка модуля задерживается. Как я должен бурить, если мне бор не доставят? Потник! А ты... Какого ты еще жив? Соник жив? Похоже, эксперимент номер 4, 15D LSDC придется отложить. Тем не менее, не думай, что ты сможешь меня одолеть. Это место — одна огромная ловушка. Мне даже ничего не нужно делать. Сама зона станет твоим врагом. Приготовься к поражению, Соник. А теперь я покажу тебе самый могущественный прием, который я знаю. Прием, который не раз помогал мне выжить в суровых схватках с суровыми дворовыми гопниками. Прием, которому меня научил сам профессор. Прекрати! Не прекращу. Треклятые ловушки! Не весело, если они шмаляют в тебя.
Что ж, по крайней мере, Ёж точно не пройдет дальше этого места. Черт, эта штука пробила мне дыру в баллоне. Как хорошо, что тут вокруг сплошная вода и нет никакого огня. Отняк! Похоже, что этот монстр совершенно не умеет плавать. Будем брать на заметку. Однако эта дорога приведет его в Райконур. Это место до сих пор заражено радиацией, но это отличный шанс проверить, насколько сильно. Думаю, стоит отправить ему несколько машинок, чтобы скучно не было. Вскоре из ужасающих подземелий лабиринта я выбрался на поверхность. Какой-то город под покровом ночи. Это не город. Проект Райконур — это специализированный космический комплекс для запуска ракеты. Той самой ракеты, которую один двуххвостый оболтус разобрал на свои злодейские штуки. Уж не тебе-то ругать других за злодейские штуки. Ты небось хотел эту ракету зашвырнуть прямиком в нас. И комплекс, и ракета были построены еще до того, как я впервые встретил вас. Все, что я хотел, когда строил их, это только свалить отсюда куда подальше. Что ж, я рад, что ты с треском провалился и остался с нами. Я уже говорю, что тебя ненавижу. Знаешь что? Пробегая по зоне звездного света, я заметил, что в ней было не так много роботов, но довольно много ловушек. К 91 году локация была заброшена на довольно длительное время.
Я там не показывался из-за критических уровней радиации. Только изредка отправляю роботов забрать материалы и аппаратуру. Многое выходило из строя, ломалось и в итоге действительно представляло угрозу. Фу ты! Доламывать то, что уже было сломано, не так интересно. Тогда нахрен его и ломать! Нет. Ботинок! Что ж, похоже, здесь радиация уже сама опустилась до приемлемого уровня. Зря я так боялся и водяры, блин, нажрался. Ладно, давайте-ка попробуем заманить ежа сюда. Чтобы такого собрать из всего этого хлама? Несмотря на все проблемы, которые встретились мне на пути, зона звездного света все-таки была красивой. У тебя есть стиль, Док? Стиль есть, но он тут ни при чем. Комплекс Райконур расположен довольно высоко географически, так что вид близко к звездам. Да черт его знает, эстетика ландшафтов меня никогда не интересовала. Ты ранее уже говорил что-то про Райконур. Что это такое? Это официальное наименование комплекса звездного света по технологической документации. А, я никогда раньше не думал об этом. Ты никогда ни о чем не думаешь. Ты действительно считаешь, что я официально назвал бы свой складской город пружинным двором, как ты? Но ведь это звучит круче. Документация под таким наименованием никогда не пройдет норма контроля. Ботинок. Впечатляющее появление для низкоразвитого гибридного мутанта. Не похоже, что радиация подействует на тебя как-то слишком сильно. Интересно, очень интересно. Я тут провел пару опытов на твоих друзьях. Их очень сложно вскрывать для внутреннего осмотра. Твоя шкура настолько же прочна. Давай-ка это проверим, Соник. А? Это еще что было? Откуда прилетело? Голуби? Ты что сделал? А, неважно. Я не понял. Ты используешь тяжелые испытательные плечи как качели? Ты с ума сошел? Ладно. Ладно, я не хотел этого делать, но у меня тоже есть такие же. Клин клином.
Шипованный шар с шипованным шаром. Ха-ха-ха-ха-ха. Хитрый засранец. Что ж, ладно, это нам больше не понадобится. Не знаю, действительно ли это признаки интеллекта или же чистая удача. Но я тебя явно недооценил, монстр. Что ж, не стоит недооценивать и меня. Если ты используешь мое оборудование против меня, то посмотрим, как ты справишься без него. Такого быть не должно! Проклятый мутант! Иди прочь! Не смей следовать за мной! Соник, следовать за ботинок! Друзья! О нет, не иди сюда! Не следуй за мной на эту опасную фабрику, полную машин и ловушек. Тут точно нет твоих друзей. И затем я наконец добрался до финального форпоста работника. На его завод металлического разума. Ботинок, Катина! Прям как сейчас помню, как на меня мурашки пробирал страх перед твоим героическим напором. Да, я продирался через ловушки, шины и прочую дрянь. Я был полон решимости найти своих друзей и освободить их от плена коварного злодея. Ну, хотя бы ты спустя столько лет понял, что на самом деле я намеренно вел тебя. Стоп, правда? Ты не встретил и половины ловушек. Я поотключал большую часть металлорежущих станков, чтобы ты более безопасно добрался до следующего испытательного полигона. Серьезно? Но зачем? Догадайся, сам. Стой, мерзавец! Это не твои капсулы, они мои. Не смей трогать мои капсулы. Ха-ха-ха-ха-ха! Это не просто совпадение. Это создание действительно способно взаимодействовать с изумрудами. По всей видимости, они обладают каким-то защитным механизмом, который не позволяет их эксплуатировать на максимуме возможностей. Но Ёж способен этот механизм вскрывать. Да. Несмотря на внешнее состояние комы, у него наблюдается повышенная мозговая активность. Наверняка это и есть процесс снятия защиты. Интересно, как оно выглядит в его голове. Катина! Впрочем, неважно. Это определенно какая-то ловушка, и сам я точно туда не полезу.
Но сейчас монстр вскроет последний из изумрудов. И тогда мы направимся на место проведения последнего эксперимента. Ха, в конце концов ты все-таки был для меня полезен. Благодаря тебе я смог начать свои исследования изумрудов хаоса. Это было больно и подло. Думаешь, мне не наплевать? Хорошо, что в итоге я все равно раздал тебе люлей. Я был злой, и у меня болела жопа, и спина чесалась. Но я все равно бежал вперед, ломая все, что мог сломать. Юношеский макси-вандализм в самом чистейшем его. Что ж, поздравляю. Тебе удалось добраться до самого сердца моей фабрики, до самого центра моей империи. Ты пронесся вихрем по моим владениям, разрушая все, до чего можешь дотянуться, уничтожая плоды моих многолетних трудов. И все ради чего? Ради того, чтобы спасти кучку зверей? Ради того, чтобы они просто бессмысленно поздыхали, вместо того, чтобы принести пользу миру? Я скажу тебе вот что, Ёж. Или кто ты там вообще? В этом ты совершенно не преуспел. А? Ты продолжал бежать за мной сюда через весь остров. Считаешь, что это как-то может защитить твоих дружков. И пока ты был буквально у меня за спиной, как ты думаешь, где тебя не было? Ха, очень надеюсь, что ты меня понял. Тебя не было там, где находятся твои друзья. Зато там были мои бесчисленные машины. Ты молодец. Пережил такое приключение, прошел столько испытаний
Жаль, что для тебя они были совершенно бессмысленны. У тебя большой потенциал, это да, и я намерен его раскрыть. Но прямо сейчас мои транспорты возвращаются с целой кучей добычи, готовой к погрузке в самую большую мою батарею. А с тобой у нас есть еще незаконченное дело, но я займусь им позднее. Пожалуйста, подожди, пока я закончу свой текущий эксперимент. До свидания, Соник Ёж. Постарайся не умереть, прежде чем я приду забрать тебя для моего следующего проекта. А? Помойка? Ботинок. Следовать. Помойка. Кто бы мог подумать, что ты решишь сбросить меня в сраный лабиринт не один раз, то 2 раза. А что такого? Я понял, что вода — это твоя слабость. Я рассчитывал на то, что ты просидишь там в депрессии и отчаянии, пока я не закончу со своей работой. Кто бы мог подумать, что в тебе внезапно окажется больше духу, чем я предполагал. Не стоит недооценивать меня, док. Знаешь, за все эти годы я этот урок усвоил лучше всех остальных. Хе-хе-хе. Звездели лучшие учителя. Но думай так, пока еще есть чем думать. Всем машинам на своих постах приготовиться к эксперименту номер 99. Системы защиты на полную. Энергетические каналы открыть. Всем повышенная готовность. Овердрайв! Друзья! Невозможно! Тебе удалось выбраться из изолятора? Разве ты не боишься воды? Ха. Или это то, что в книгах называют геройской решимостью?
стремлением преодолевать все препятствия. Что ж, боюсь разочаровать тебя, но ты не герой. На самом деле ты никого не спасаешь. Ты не делаешь мир лучше. Твой мотив настолько примитивен, что я сказал бы, что его даже нет. Монстр вроде тебя может быть движим только одним – инстинктом. Это и различает нас. Человек – вершина эволюции. Человек – творец своей судьбы и вершитель будущего. Примитивные твари вроде тебя не имеют права вмешиваться в планы людей. У вас нет судьбы, только назначение. И назначение это – обеспечивать нас, как трудовые силы, материалы, еда. Не более того. Моя работа идет полным ходом, и я не позволю тебе встать на пути прогресса, на пути будущего. Сейчас ты стал частью моего высокопотенциального эксперимента. Но если я должен рискнуть им ради того, что у меня есть сейчас, я раздавлю тебя, Ёж Соник! Что ж, ты довольно быстро, этого у тебя не отнять. Но эта ловушка подготовлена именно для того, чтобы нейтрализовать это твое преимущество. Ха! Ну надо же, нашел все-таки себе лазейку. Что ж, не думай, что тебе там будет безопасно. Живые организмы просты, слабы и ненадежны. Машины готовы работать неустанно и невероятно долго. Рано или поздно ты выдохнешься и совершишь ошибку. А я буду готов эту ошибку поймать. Ха-ха-ха-ха! Не успел! Не угадал! Ха-ха! И это тоже был не я! А это вообще просто картинка на стекле. Все это время я был здесь. Сдайся, смирись, отсюда нет выхода. Тебе не победить в этом бою. Мне правда жаль, что до этого дошло. Спустя столько лет отшельничества на этом сраном клочке грязи мне бы не помешала компания. Но, увы, ты оказался слишком вреден для моих планов. Впрочем, я же могу поделиться с тобой своими мыслями, да? Как только я превращу тебя в кашицу с костями, я отправлю своих роботов за остатками твоих хвостато-крылатых дружков. Каждый твой друг будет служить мне верой и правдой до конца жизни.
которая, правда, продлится еще пару лет максимум. После этого их радиационный потенциал иссякнет, и они станут не более чем кусками мяса, которое даже в пищу не годится. Чего ты пытаешься добиться? Эти капсулы сделаны из чертовски прочного сплава, и тебе никогда через них не пробиться! Упорство тебе не занимать, да? Решительность заменяет глупцам разум. Эй, это мне стоило больших усилий! Не портите мне триумф перед своей жалкой смертью! Остановись! Я предупреждаю! Сейчас я нажму кнопку, и тебе хана! Прекрати немедленно! О, черт! Ну все, пора с тобой кончать! Да что ж ты никак не сдохнешь? Смей трогать моих друзей! Умри! Не думай, что ты победил, вонючий монстр! Доктор Ив-роботник еще вернется. И в конце концов, вернув назад всех своих друзей из заточения доктора Роботника, я вернулся домой. Правда, там меня ожидал весьма неожиданный поворот сюжета.
А! Ботинок! За которым последовал еще более неожиданный поворот сюжета. И на этом мы подошли к завершению этой эпической тирады о героических похождениях ежа Соника. То есть меня. Я не слышу овации. Я ради кого тут, собственно, распинаюсь? Ну, и явно не для нас. Мы уже на Мраморном дворце поняли, что все это скука смертная. Я бы так не сказал. Кое-что довольно важное я все-таки из этого подчерпнул. И что же? То, что Эгман полнейший лох. Это ж надо было додуматься напитать зверюгу сомнительного происхождения, да еще и враждебно настроенную, кучей древних энергетических артефактов, и оставить в практически неохраняемом подземелье. Не мудрено, что Синий, пусть и попердев в трубочку, но все же смог надавать леща усатому, не научившись даже при этом говорить. Согласен. Что это вообще такое? Бить морды, да еще и без боевых кличей. Непорядок, да. Да ну вас! Жирный, ты чего это притих? Мы тут тебя обсуждаем. Скажи что-нибудь неуклюжее, чтобы мы могли продолжить. Идите нахрен, я занят, думаю. Ты тоже это заметил? Изумруды? Они самые. Что изумруды? Ты только что выдал нам настоящую базу. Информацию, которую спустя столько лет знал только ты. А? Что я опять натворил? Судя по твоему рассказу, ты вернулся домой, вспомнил зеленые холмы до того, как их порушили роботы, и изумруды послушались твоего желания и именно так и сделали? О, точно! Я был слишком занят размышлениями о том, какой Эгман лох. Это же, черт побери, открытие! Я уже давно знал о том, что он лох. Нет, я про изумруды. Мы всегда считали их только просто крутыми батарейками, которые способны на ряд метаморфоз. А теперь мы знаем, что они еще как-то способны осуществлять желания. Может ли это быть как-то связано с нашей текущей ситуацией? Время покажет. Время покажет.